Познакомьтесь, это мой новый друг Dark Boy. Ему очень нравится бегать в Гаррисмоде, строить забавные постройки и пвпшиться со мной. Я обожаю своего друга и играл бы с ним и в другие игры, если бы не одна вещь. Dark Boy не человек. Каждый из нас когда-то давно мечтал о том, чтобы появились боты настолько разумные, что их нельзя будет отличить от настоящих игроков. И вот, когда этот момент настал, мне никогда не было так не по себе. Сейчас перед вашими глазами находится бот, цель существования которого – казаться настоящим игроком в Гаррисмод. Он будет создавать пропы, писать в чат, говорить в микрофон и заниматься другими типичными вещами для нового игрока в Гаррисмод. Все ради того, чтобы вы подумали, что у вас есть друзья в Гаррисмод. Все ради того, чтобы вы не заметили разницы между человеком и машиной. Бегло осматривая поведение ботов, они действительно кажутся натуральными, словно они тоже перемещаются с помощью мышки и клавиатуры. В этой сцене один из игроков – настоящий человек. Сможете ли вы определить его по поведению? Я даю вам несколько секунд, чтобы вглядеться и подумать над ответом. Кто же выделяется больше всего? Итак, сейчас будет ответ. Игроком был вот этот персонаж. Или же все они были ботами. Да нет, шучу, это игрок. Наблюдая за точной копией игрока, но не являющегося им, внутри появляется такое удивленно устрашающее ощущение, словно вы в прямом эфире изучаете развитие искусственного интеллекта. Кажется, что если заспавнить бота и оставить компьютер на ночь, то на следующее утро бот уже обретет самосознание, и с ним уже можно будет поговорить на тему смысла жизни, или насчет того, почему у вас скачано 20 гигабайт моделек полуголых аниме-девушек. Конечно же, у ботов не настолько сильно развито самосознание, но тем не менее, даже на той стадии, на которой мод находится сейчас, он уже кажется гигантским шагом вперед в сфере ИИ, особенно если сравнивать его с однотипными next-ботами, которых в последнее время наштамповали на поколение вперед. Боты спавнятся с рандомным никнеймом, характером и даже должностью, про которые я расскажу чуть позже. И сразу после спавна они моментально приступают к своим делам. Что за дела? Ну, я бы охарактеризовал их вот этим видео. Спавн рандомных пропов, соединение двух противоположных кусков карты по приколу, создание бумбоксов с музыкой, ПВП с настоящим игроком, а также друг с другом, написание тонны бреда и абсурдных текстов в чат. Все это про Zeta Players. Все, что вы видите на экране, это поведение ботов. Ладно, кроме этого. Как вы могли понять, боты успешно эволюционировали до уровня типичных игроков в Dark RP. Если бы они еще умели донатить, то я бы, может, начал продавать им випки по 100 рублей. Но да ладно, если говорить серьезно, то у ботов действительно есть прикольные и примечательные фишки. Как я уже сказал, они очень любят разговаривать друг с другом и с игроком через текстовые и голосовые чаты. Они включают фонарик, когда находятся в темном помещении, как настоящий игрок в темноте. Они не против с вами попвпшиться, если вы начнете по ним стрелять, а если почувствуют, что проигрывают битву, то могут начать убегать от вас. А иногда они даже сами могут внезапно на вас напасть. Правда, мой бот явно оказался в этом плане альтернативно одаренным. Мало того, что он профукал свой эффект неожиданности, запустив ракету из базуки мимо своей цели, так он потом очень долго ждал перезарядки, лишь для того, чтобы попасть в стену прямо перед собой и взорваться к чертям собачьим. Еще одна прикольная вещь – это система администраторов. При включении настройки заспавненный бот может стать администратором вашего сервера и начать усердно следить за порядком, что бы это ни значило в его голове. Он будет тпхать к себе злостных РДМщиков, сажать их в джайл, читать им лекции в текстовый голосовой чат, угрожать им смертью, если они хоть еще раз повторят совершенное злодеяние, и в общем вы поняли, с каким режимом это все ассоциируется. Поведение этих ботов можно детально настроить в специальном меню мода. Правда, есть одна загвоздка. Хотите узнать, сколько там настроек? Вот столько. Огромный список параметров для модификаций поражает и пугает. Поэтому вряд ли кто-то будет вникать во все изменяемые значения, чтобы настроить аддон под себя. Хотя иметь возможность так сделать звучит довольно неплохо. Боты могут генерироваться со случайными друзьями и перемещаться группами. Такие же друзья могут заспавниться и у вас. Они будут отмечены зеленым контуром. Цвет контура можно поменять на любой другой или убрать вовсе. Если я понял все правильно, то такие друзья не будут на вас нападать, а также будут стараться следовать за вами.
Как минимум, с таким другом можно попробовать пройти какую-нибудь рандомную хоррор-карту из мастерской Стима. У меня это, конечно, не получилось, потому что бот начал засирать своими пропами всю карту, но если вам это удалось, то расскажите нам в комментариях. Я уверен, история обязательно была смешной. И, наверное, самый интересный и неоднозначный момент – общение с ботами через текстовый и голосовой чат. I like your style. You make up your own rules, just like me. The average human male is a... Боты пишут приколы в чат, жалуются на жизнь и сервер, обращаются друг к другу, а также к игроку, задают вопросы и делают комплименты. Но могут ли они осмысленно отвечать на какие-нибудь запросы от игрока? Ответ – хз. В 50% случаев, когда я писал ботам, они мне ничего не отвечали. Однако были и ситуации, когда мне показалось, что бот распознал мои запросы. Например, я попытался оскорбить бота, на что он мне ответил «нет, сэр». В другой раз я попросил зеленого бота друга следовать за мной, и в течение нескольких секунд он действительно шел за моей моделькой, хотя интерес в этом действии он потерял достаточно быстро. На следующий день я снова попросил друга следовать за мной, и он тоже начал это делать сразу после моей просьбы в текстовом чате. Я и дальше предпринимал попытки с ними поговорить, но во многих других случаях боты либо меня игнорировали, либо отвечали какой-то бред. Так что я не могу сказать точно, повезло ли мне просто написать сообщение в нужное время, или боты действительно должны отвечать на мои запросы в чате. Для того, чтобы понять, запрограммированы ли боты слушаться команд, надо лезть в код и смотреть уже там. Но мне лень. Поэтому я скажу, что они отвечают, но не на все запросы, исходя из того геймплея, что у меня был. Боты очень любят говорить в общий чат, правда только на английском. Но если вы знаете английский язык, то сможете вдоволь насладиться колоритными сообщениями, собранными из местного комьюнити Гаррис Мода. Некоторые сообщения даже могут быть очень забавными, типа «Мне пришлось удалить все фотографии моих погибших родителей, чтобы скачать 15 гигабайтов аддонов на тачке, которые ты посчитал крайне необходимыми для этого сервера. Папа, прошло слишком много времени. Пожалуйста, вернись с молоком, чтобы я смог перестать играть в Genshin Impact». Не знаю, пацаны, но нас надо называть Zeta Players. Доктор Ват, ты согласен? Пожалуйста, больше никогда так не говори. Если ты хоть еще раз произнесешь Зета как Зита, я тебя вычислю и сам зарежу. В общем и целом, я бы сказал, что этот аддон выглядит очень уникально. С ботами очень интересно взаимодействовать, причем практически каждую часть аддона можно настроить лично под себя, если захотеть. Поэтому, если вас тоже заинтересовал этот мод, то советую скачать его и поиграть. Что значит, про него и так все знают? Не понял, он же вроде недавно вышел. Блин, так или иначе, если вы досмотрели ролик до этого момента, то значит я смог интересно рассказать про этот аддон и, возможно, убедить вас с ним поиграть. А если вы уже знали про этот аддон, но до сих пор смотрите видео, то я благодарю вас за просмотр. И, пользуясь вашим вниманием, хочу снова прорекламировать наш Discord сервер, на котором мы делимся мемами, общаемся и обсуждаем наши ролики. Если такой формат видео вам по вкусу или у вас есть замечания, то не стесняйтесь писать нам об этом. А у микрофона был Доктор Ват, и я благодарю вас за просмотр.